Вашингтон может применить войска. Пентагон получил приказ. Новая большая война на пороге. Кто кого обманул, Путин Уиткофа или Уиткоф Трампа? Журналисты нашли ответ. Российские дроны массово взлетают в воздух, правда, атаковать они никого уже не смогут. Что ж случилось? Внезапный прорыв фронта. Армия срочно нуждается в поддержке. Жесткая зачистка. Полиция массово пакует людей в автозаки. Казалось бы, картина знакомая и привычная, но не для этой европейской страны. Эти и другие главные события воскресного утра 10 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Вы все не так поняли. Кремль совсем не готов отдать оккупированные Крым и еще 4 области, а только намекает на секторальное перемирие. Бильд взорвал информационное поле. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткоф, похоже, серьезно переврал позицию Москвы после встречи с Путиным. Хуже того, Уиткоф, вероятно, перепутал слова Путина о выходе из Херсонской и Запорожской областей с реальной готовностью России уйти. На деле ж ранее речь шла только о Донецкой и Луганской, и то после ухода украинских войск. В Киеве отреагировали жестко. Один из чиновников заявил прямо: Уиткоф не знает, о чем говорит. Это была цитата. А Владимир Зеленский в субботу публично пресек любые разговоры о размене территорий. Украина не пойдет на уступки, даже если это представляют как путь к миру. Мы с вами говорили об этом в предыдущих выпусках. Президент Украины ясно дал понять, сколько бы ни было громких встреч и звонков, в последние дни Москва своей позиции не меняет. По его словам, каждый шаг Киева и союзников должен вести к настоящему окончанию войны, а не к ее перекройке в угоду Кремлю, и укреплять общую безопасность. Россияне, как и прежде, не хотят прекращать убийства, продолжают инвестировать в войну и навязывают идею обмена украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. К чему все это идет, непонятно, но становится еще интереснее. Как думаете вы? Пишите свои версии в комментарии под этим видео. Пентагон может применить войска в любой момент. Трамп готов снова играть на грани, только ставки теперь куда выше. Сезон охоты на латиноамериканские картели открыт. Как пишет The New York Times, президент США тайно подписал директиву, которая дает Пентагону зеленый свет на прямые военные операции против группировок, которые признаны Госдепом иностранными террористическими организациями. И не только на море, но и на территории других государств. В списке уже значатся МС-13, Трен де Арагуа и венесуэльский картель де лос Солес, которым, по версии Вашингтона, руководит лично Николас Мадуро. США объявили за его поимку рекордные $50 миллионов. Мы говорили с вами об этом в предыдущем выпуске. Президент Мексики тем временем заявляет, что американских войск на территории страны не будет. Это исключено, абсолютно исключено, потому что помимо того, что мы неоднократно заявляли об этом во всех переговорах, это не разрешено, не является частью какого-либо соглашения и тем более не предлагалось. А когда такие предложения и звучали, мы всегда отвечали «нет». Проблема в том, что такие операции на чужой территории неминуемо вызывают вопросы международного права. Если американские военные за пределами конфликта убьют подозреваемых, даже не представляющих непосредственной угрозы, будет ли это считаться убийством или вторжением? В 1989-м Джордж Буш-старший ввел в Панаму 20 тысяч военных, чтобы схватить Мануэля Норьегу. ООН тогда осудила это как грубое нарушение международного права. Шахеды взлетели на воздух всем складом, но не в прямом смысле. Утро 9 августа началось для России с мощного удара в самом сердце ее тыла. В Татарстане СБУ дальнобойными дронами поразило крупный логистический хаб, где хранились готовые к применению шахеды и иностранные комплектующие для них. На кадрах видно, как беспилотник в Кзил-Юле влетает прямо в здание, и спустя секунды вспыхивает пожар. От точки запуска до цели примерно
на 1300 километров. В СБУ подчеркивают, такие склады – законная цель, ведь именно этими дронами Россия каждую ночь терроризирует Украину. Каждая успешная спецоперация сокращает возможности врага вести захватническую войну, заявили в спецслужбе. Российские войска прорвались вглубь Днепропетровской области в Украине. Карта проекта Deep State показывает этот район теперь в серой зоне. Помимо этого, оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве и Зеленой роще. Оккупированные Новохадское и Толстой, враг продвинулся у Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки и Воскресенки, Зеленом Гае и Торецке. Особое внимание сейчас приковано к району Дачного в Днепропетровской области. Последнее обновление карты Deep State показывает расширение красной зоны на восточных окраинах села, на противоположном берегу реки Вовча от самого Дачного. Там противник ведет постоянный огневой и пехотный прессинг со стороны Новоукраинки. Российские штурмовые группы малыми силами пытаются закрепиться в посадках, особенно севернее Дачного, либо скрываются там, чтобы избежать ударов. Силы обороны Украины фиксируют и уничтожают их при обнаружении, регулярно зачищая позиции. Основная часть Дачного остается в серой зоне. Идут ожесточенные бои, а само село приобрело для врага символическое значение, в том числе для медийной пропаганды. При этом Deep State прямо опровергает слухи об оккупации Дачного, которые распространяют отдельные, в основном кремлевские или прокремлевские медиа. Красная линия на карте проходит только по восточной окраине с несколькими домами. Основная территория села под контролем Украины. Враг не может закрепиться и даже подойти вплотную. Ситуация меняется быстро, и украинские наблюдатели подчеркивают, важно опираться на проверенные данные, а не на искаженные версии, которые разгоняют пропагандисты. Ничего страшного, идем. В самой России тем временем тревожно. Краснодарский край накануне захлестнула самая мощная за все время дневная атака дронов. Небо над сочинским аэропортом срочно закрывали, а в Сочи эвакуировали зрителей концерта американского рэпера Akon. Из Славянска на Кубани поступают сообщения о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Жесткая зачистка в центре столицы. Более 50 задержанных за поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action. Акция в Вестминстере началась как демонстрация молчаливого протеста. Свыше сотни человек одновременно подняли плакаты «Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action» прямо перед зданием парламента. Полиция быстро вмешалась, целенаправленно выискивая тех, кто публично выражает поддержку организации. На кадрах с видео видно, как офицеры проходят сквозь ряды в основном сидящих на земле протестующих, ведут короткие разговоры и тут же уводят задержанных. Palestine Action была запрещена в Британии после того, как взяла на себя ответственность за повреждение 2 военных самолетов Voyager на базе ВВС Брайс Нортон. Один из 4 участников проникновения на базу уже находится под стражей. Лето, городская духота и новый штамм COVID уже шагает по Европе. Всего за неделю скачок заражений почти на 40% в Украине, рост в Польше, а в вирусных сводках появляется незнакомое имя – Стратус. Он коварнее старого омикрона, подрывает иммунитет и уже успел отметиться в наших городах. Его визитная карточка – кашель, одышка и высокая температура. Медики внимательно следят, чтобы он не разогнался по стране, как это уже произошло за океаном. Минздрав успокаивает, нагрузка на медсистему пока под контролем, но главный вопрос – надолго ли, если новый Стратус только начал свое наступление. Индия официально заявила о крупнейшей в своей истории победе в воздушном бою. В мае ее силы сбили 5 пакистанских истребителей и еще 1 военный самолет. Большинство целей было уничтожено с помощью российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Один из сбитых самолетов, крупная машина, предположительно разведывательный борт, поражен на расстоянии 300 километров. Это крупнейшее в истории зафиксированное поражение цели с земли, заявил начальник индийского генштаба, вызвав аплодисменты зала, где присутствовали военные, ветераны, чиновники и представители оборонной промышленности. Their aircraft tried to penetrate our defenses.
Их самолеты пытались прорвать нашу оборону, наши системы ПВО отлично справились. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом. Дальность действия этой системы действительно не позволяла пакистанским самолетам приблизиться к их оружию, такому как, например, те самые дальнобойные планирующие бомбы. Они не смогли применить ни одной из них, потому что не смогли прорвать нашу систему. Пакистанская армия пока не комментировала заявление. Ранее Исламабад отрицал, что Индия уничтожила какие-либо его воздушные суда в ходе боев с 7 по 10 мая, когда обострился самый серьезный за последние десятилетия военный конфликт между ядерными державами. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.